Привет, мои маленькие любители а, анимешных девочек и мальчиков. Но это уже для кого кто как. Сегодня мы продолжаем играть в школу игру. Вы меня просили, вы меня умоляли, буквально молили. Ну, один человек молил, другой просто говорил GoPro, ну что такого. Ну, как бы все стабильно. На моем канале все стабильно. Стабильно выходят видосы раз в 2 месяца, правда, еще позже. Что нам нужно дальше делать? Посетить студенческий совет в академии. Погнали. У нас будет идти, ну, как я и говорил, 15 минут. Только зайдя в кабинет студенческого совета, вы сразу же почувствовали на себе раздраженные и понурные взгляды юных работничков. Умным, похоже, хотели прожечь в вашей душке дыру размером в аризонский кратер не меньше. Кто-то хотел? Ёб твою мать. Как же ее смешно сделали, классно сделали. Оглянувшись на недавно слышимый отзвук, вы заприметили достаточно миловидную девчушку, что видно управляла данной незамысловатой школьной структурой. Ну так, ты что-то хотел? Я хотел предложить вам свою помощь. Помочь? Первый раз вижу, что кто-то хочет на добровольной основе помочь студенческому совету. Хорошо, можешь, пожалуйста, нести бумагами. Хорошо. Ну, раз уж я за этим пришел, то, конечно, помогу. Вот отлично. Иди в учительскую и отнеси вот это вот. Вот это да. Спасибо, не ожидал, что ты действительно донесешь их. На улице сжег. Очень надеюсь, что за такую работу будет минимальная оплата труда. А ты тут еще шутник. Ну, может, скажешь мне, как к тебе обращаться? Санчес. Вот оно как. На скоро собрание. Не хотел бы присутствовать на нем, Санчес? Нет. Просто вы за незнакомца зовете на такое рода мероприятие. Как сказать? Часто незнакомец, да и думаю, каждый ученик имеет право участвовать при актах улучшения благосостояния Академии. Благо... Благосостояние Академии Шрёдингера. Ты, как я вижу, шутник. Такие нам точно же на собрание, дабы сгладить нагнетающую атмосферу. Так как ты глянешь на то, чтобы присутствовать на нем? Все равно делать нечего. Ну да. Главный вопрос на повестке дня. Реорганизация проблемных по количеству участников клубов, понижение уровня мелкого хулиганства в пределах Академии, финансирование клубов, успешно выполняющие все требования Академии по возможности. Предложение? Ну, насчет мелкого хулиганства, дисциплинарные взыскания нам более мы не способны. Предложение? Повторюсь, на большее мы не способны использовать лишь методы, которые нам дозволены Академией. На них уже было наложено дисциплинарных взысканий столько, что тяжко всех пересчитывать. Это точно все? Как бы это ни было прискорбно, но по сути, да, мы слишком ограничены в своих действиях, а сами эти дисциплинарные взыскания ничего из себя не представляют. Одно мытье полов в туалете и подобные незначительные вещи. Значит, пока что перейдем к следующей части. Клуб оккультизма. Главная и насущная проблема в нашей академии из учеников там никого, кроме главы. А сам он не может найти ни одного участника. Я против. А ты еще кто такой? Я участник. Назад можно? Как назад вернусь? Блять. Короче. А ты еще кто такой? Я участник клуба оккультизма. Так ты один из этих поехавших? Значит, наша информация достаточно неточная. Извини, не ожидал, что так получится. Значит, вариант закрытием откладывается до следующего семестра? Да, в уставе прописано, что если клуб имеет хотя бы 2 участника, то закрывать его нельзя ни под каким предлогом до начала следующего триместра. Такие уж правила. Значит, пусть оно будет так. Да, отлично. Значит, решено. Вопрос с клубом оккультизма закрывается до следующего триместра. А теперь переходим к последней проблеме финансирования. Здесь есть в общем числе 3 клуба, подавшие заявление. Теннис, рукоделие, косплей. Каждый из них имеет более 10 участников, что является сверх нормы. Но каждый занимается в разных направлениях. Есть предложение? Лучший вариант рукоблудия, самый стабильный, да. Ну, наконец-то активничаем, достаточно неожиданно. А это еще кто? Почему лезет в дела тут совета и так еще и пытается ставить свои 5 копеек? Достаточно важная деятельность, показывает свою непрофессионализм.
Ее голос так же важен, как и голос любого студенческого совета. Не веди себя так высокомерно. Мы этим занимаемся уже долгое время, а тут влезают буквально-таки блядь, это можно еврейский. Вы умел как евреи говорить, типа, такие, ну, я не знаю, как евреи говорят. А тут влезает буквально-таки непонятно кто. Игнорирует действительно важный вариант клуба косплея. Вот самый перспективный из недавно названных. Не забывайте про это. Перспективный или нет, но вариант Санчеза повысит репутацию студенческого совета в пределах академии и достаточно сильно. Это отличный вариант, учитывая наше нынешнее шаткое положение. Да, клуб рукоблудия. Еще та самая имба. ТЦ. Торговый центр. Вы еще пожалеете, что выбрали такой глупый и некорректный вариант. Раз мы все решили, то давай обсудим детали идей Санчеса. Спустя еще пару минут активного обсуждения вашей идеи, все пришли к единогласному принятию онной. Стало потянувшись от унылой тягомотины, мы наконец-то дождались конца собрания и покинуть кабинет. Но, знаешь, подожди секунду, я хочу с тобой поговорить. Быстрым движением приближившись к вашей тушке, девушка вновь смотрела вас с головы до пят, после чего оглянулась по периметру всей комнаты. Девушка, если ты не заметила, что ты хотела. В общем, извини за то, что произошло. Не думаю, что тебя хотели Оскар. Да, меня так ты не оскорбляй, мне все равно, на твои изменения я принимаю. Типа, ну, бля, ну, мальчик-загадка. Не думаю, что меня должно волновать мне какого-то неудачника из совета. Это лучше. Ты еще хотела, не думаю, что ты обратился ко мне только из-за того, что кто-то меня там оскорбил. Блять. Короче, у меня рейтинги падают. Понимаю. Я тут причем не могу ну, не мог бы ты поагитировать за меня? То есть даже не проголосовать, а агитировать? Дело серьезное. Ты случайно не куратор какого-нибудь политического кружка? Нет, слушай, я никому не доверить не могу, если узнают. И ты решила обратиться за помощью ко мне. Знаешь, что странным, да? Совсем чуть-чуть, хотя нет, все же считаю это очень странным. Не знаю, как тебе объяснить свою позицию, но будь уверен, что ты наилучший вариант для выполнения этого задания. Я даже твоего имени не знаю. Это одна из причин, мы друг друга плохо знаем, но я уверен в твоих способностях. Ты себя хорошо показал пару минут назад на собрании. Делал бы ты поспешных выводов. Хорошо, я Юки. Юки Аота. Одной проблем меньше. Я хотя бы знаю, за кого агитировать. Ну так, поможешь мне? Я помогу тебе. Хорошо, спасибо, я очень рад, что мы нашли общий язык. Покинув кабинет студенческого совета, к вам пришло резкое понимание одной приятной вещи. Таким образом, вы можете без особых проблем стать главой этой местной структуры. Для начала нужно заручиться поддержкой нынешней главы. Но что вы будете делать, зависит лишь от ваших решений. То есть от моих. От ваших дел от вас отвлек вибратор. Взяв его в руки, вы увидели знакомого вам имя контакта. Это была Санчес. Звонок не вы не ждали. Видимо, у нее что-то случилось, от чего она решила позвонить вам. Ну или ей просто стало скучно. В любом случае, вы это узнаете. Вы это не узнаете, если не примете трубку. Давай. Поняв трубку, вы спросили у девушки о целях ее вызова на то, что та сообщила о своем желании поговорить с вами. Девушка расспрашивала вас о том, как ваши дела, про успехи на учебе и даже про успехи на личном фронте. Складывается впечатление, что ей действительно интересно, а потому вы с удовольствием отвечали на вопросы, на которые считали нужно отвечать. По итогу, значит, наслушалась ваши рассказы, благодарила за приятный разговор, попрощалась. Да, здесь еще, если я звоню вам, трубку принимайте. Ну, я, короче, прям в микрофон пернул. Эй, Санч, ты меня можешь поцеловать? Внезапно, как гром среди ясного неба, сказала ваша собеседница. Естественно, что такое резкое предложение немного выбило вас из колеи, но серьезное лицо Мейка показало, что она действительно хочет этого, причем прямо сейчас, в этот самый момент. Страстно поцеловаться. Где мои волосы, сука? Все. Так, что-то ей понравилось. Конечно, ничем не занимается. Ну, хо-хо, ты прям так и возмущал за то время, которое мы не виделись. Да я шучу, ты ж, блин, рахитоза ебаная.
Мы же разговаривали с тобой совсем недавно. Что со временем могло поменяться? Ну, видос не было. 9 марта, как бы уже конец апреля. Ну, так чуть-чуть прошло времени, чуть-чуть. Гетеры зэки. Перекинувшись пару слов, с вашим сообщением вы резко поверили тему разговора на школьные выборы. Начало ожидать кандидата на пост главы студенческого совета. Но вскоре вас, мягко говоря, послали. Казалось, что Шай совершенно все равно на такого рода мероприятия. А вы бесполезно потратите время свое и чужое. Говорить. Довольно ответом Шая вы начали переубеждать ее отстой неприятного для вас решения. Очередной рассказ о плюсов Юки и заканчивая его простейшим, больше кандидатов таких, как она, мы не увидим. Make Academy Great Again. Я просто забыл, как Академия называется. Как ожидалось, в конце концов, ваша сдала да. Можем, давай вот поговорим с тобой обычно. Ни разу не играл в боулинг. Здесь в нашем торговом центре когда-нибудь появится. Рыба, я не люблю рыбу, ни в чем не жареным, да ни в каком виде, она же воняет невкусно. И вообще плавала в море. По факту. Глаза. Натись. Ты делаешь, гребаный извращенец. А куда у нас отношения-то упали? На знакомство. Понял, долго думала, что значит выражение бабочки в животе. Знаешь, я это понял, как только узнал тебя получше. Кажется, это наш самый приятный знакомство в моей жизни, Санчес. Я очень надеюсь, что наша с тобой связь никогда не прервется. Гетера за Юки, сука. Юки, а вот лучший кандидат. Вредно вас немного задачным взглядом, его просто промолчал. Молчал 2 минут и... Мне вы уже начали понимать, что она хочет вам сказать. Это было очевидно, учитывая тот этап отношений, на котором вы находились. Вы видели, как она заинтересована в вас. Видели ее влюбленный взгляд. Немного робкое поведение в целом. И вчего изредка речь. Она часто смущалась и робела при виде вас. Испытывала что-то такое, что заставило биться ее сердце гораздо чаще. А сейчас все это дошло до апогея. До кульминации, что было вызвано невозможностью и дальше скрывать ее уже очевидные чувства к вам. Мгновение, и она наконец сказала вам, что ее гложила. Она любит вас. Она отказала мне, сказала, что любит тебя. Думает, что любит тебя. Да она не может любить меня! Да я люблю тебя! Как парня и хочет начать с вами встречаться. Девушка больше не может терпеть и хочет слышать ваш ответ здесь и сейчас. Грубо отказываться вас не волнует, и что, чего она хочет, у вас нет цели встречаться с ней. Да давайте, примите чувство и начать с ней встречаться. Раз после вашего ответа, ваша новая девушка, видимо, даже не знала, как реагировать на такой позитивный ответ. Чувства переполняли ее. Наверное, она бы даже прыгала от радости в этот самый момент, однако тоже теплое ощущение победы, протекающее где-то глубоко внутри, было гораздо сильнее. Была не та самая радость, возникающая при выигрыше крупной суммы денег, или же при успешном выпуске из учебного учреждения. Это было гораздо глубже. Это было ощущение, пронизывающее до самых глубин. Ощущение, приносящее бесконечную радость. Наверное, именно поэтому после вашего согласия Мива простояла молча еще некоторое время. Лишь в конце, прервав это все безмолвную идиллию, она улыбнулась и поблагодарила вас. Благодарила за доверие, за согласие. И было очень приятно, что ее чувства не остались где-то в стороне, а были а были важны для вас, были взаимны. Не, нихуя. После этого вы общались еще минут 10 буквально обо всем, о вас, о вашем будущем, да, даже о погоде. Теперь у вас есть девушка, и она не потерпит измен или чего-то подобного. Но будущее этих отношений всецело зависит от вас. То, что будет происходить между вами дальше, лишь итоги ваших будущих выборов. Да будьте как минимум осторожны, тем более с противоположным полом. Мне приснился сон, будто мы с тобой встречаемся, представляешь? Сбавив громкость своего голоса и отвернувшись от вас, девушка продолжила свое предложение. Очень хотелось бы, чтобы это не было сном. Гитиры, нахуй. Ты еще вдохший в ливень. Смотри на вас немного задачным взглядом. И Зен просто молчала. Молчала в течение 2 минут, будучи неудачной попыткой высказать вам свои мысли, наконец-то признаться. Признаться в чем-то очень важном, как для нее, так и для вас, в том, что можно позволяться. Интересован на вас, да. Сейчас, прямо сейчас.
Встречаемся. Поблагодарила. Неважно. Главное, что она согласна голосовать за Юки. Вот. Забирает. Конечно, разрешаю тебе и больше никогда ничего тебе дарить не буду. За это Азами протянул вам эликсир жизни. Там подарок. Понимаю, хули. Только увидел твое лицо, сразу поднялось настроение. Ты прям как солнышко среди дождливой погоды выйдет и засветится. А после становится так приятно и уютно. Я прям поэт, да? Знаешь, нежданно-негаданно, а ты пришел меня повеселить? Неужто я так тебе нравлюсь? Я так и знал, что ты из тех извращенцев, которым нравится оскорбление. Нормальные люди бы назвали видос. Первая встреча с Юки Аото. Или агитируем за Юки Аото. Потом в видосе узнается, кто такая Юки Аото. И все. Я назову. Раньше стал арабским шейхом и имеет 3 жены. На походе 4-я. Значит, Райса вспомнил по мне, да ты же знаешь, что мне без тебя скучно, но при этом бросаешь на такое время. Идиот ты гребаный, больше так не делай. Извините, подписчики дорогие. Ну, просто я уже думаю, что кто-то может написать точно самое. Кажется, на меня смотришь своим извращенным взглядом. Не просто так хочешь провести время. Знаешь, я же не против, только скажи, в конце концов, с тобой весело и интересно проводить время. Это как раз с щенком. У вас явный паритет. Иди ты нахуй уже. Только зайдя в комнату студсовета, вы почувствовали на себя любопытный взгляд уже ваши знакомые. Кто в ожидании сидел на прежнем месте и пялил на вас, видно, ожидая хороших новостей. Чем пожалуй в этот раз? Я выполнил твое старое задание. Да, прекрасно. Нашел 5 человек, которые готовы и будут голосовать за меня на следующих президентских выборах. Да, где и другие участники студенческого совета. В этот момент мы в одни в этом помещении. Только это важно. Значит, с самого начала знала об этом и подготовила помещение к ответной услуге. Говори же, чего ты хочешь. Я хочу денег, блядь. Повышение финансирования клуба Глютизма. Это все, что ты хочешь? Думаю, это будет заслуженная награда. Ну, человек в клубе, а я на вроде и ты. Неужто ты возомнил, что это так просто решить на совете? Тут уже не мои проблемы. Я сделал свою работу, а ты, пожалуйста, сделал свою. Такой жестокий, говорю, что отказать тебе не могу. Считаю, что, считаю, что финансирование вашего клуба повышено. Эта песня. С тобой рядом иметь дело. Санчес, надеюсь, что в следующий раз мы также сработаемся. Нам просто остается открытым. Зачем? В каком смысле? Ты же мог попросить, по сути, все что угодно от вложения учителей темными методами до принесут совета, что повысило бы твой авторитет несколько раз. Почему ты просил именно финансирование никому не нужного кружка, который бы закрылся на прошлом собрании, если бы ты не заступился? То есть свои причины. Неужто ты про них с чувствами каяночки? Пойми, что мне просто стало скучным. Тут же никакими чувствами не пахнет. Очень надеюсь, что он так действительно. Думаю, ты мог бы мне еще пригодиться из решения вопросов, делать что-то подобное действительно нужно уметь. Ты как-то слишком возносишь меня за непонятно, что Юта. Я Юки, это во-первых. Во-вторых, не принижай свои заслуги, ты помог мне, я помогу тебе. Если я буду действовать до тех пор, пока ты не сделаешь стечку. Действительно полезное знакомство. Вот я и так думаю. Санчес. Раз мы разобрались с этим, то еще увидимся, Юта. Я Юки. Как скажешь, Юта. Член клинического совета вы чувствовали на себе уже привычный любопытный взгляд, прервавший на знакомом моменте. На каком моменте мы это узнаем в следующей серии. Спасибо за просмотр. Надеюсь, вам было весело, смешно, как и мне. И грустно и обидно за то, что я живу, как бы, ко мне. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. С вами был Санчес. Всем пока.
隼人